Всем привет, друзья! Сегодня продолжаем рассматривать оборудование для моделизма от украинской фирмы Laser Model Graver. И у меня в руках два дополнения для стапеля, которые мы собрали в прошлом видео. Первое – это приспособление для сборки бипланов. Как видите, это 4 такие параллельные планки, на которые укладываются крылья. И второе – это вот такая вот V-образная конструкция для установки самолетов, которые имеют V-образную форму крыльев. Как правило, это характерно для самолетов времен Второй мировой. Внезапно и вдруг ко мне на обзор попадает третий модуль для авиационного стапеля. Этот модуль предназначен для моделей вертолетов. И это самый настоящий эксклюзив на канале. Модуль только-только разработан. Для него, как видите, еще даже не подготовили обложку. Так получилось, что как раз на этапе монтажа этого обзора я общался с Александром, с автором этой замечательной продукции, и упомянул о том, что стапель совершенно не приспособлен для моделей вертолетов. То есть, конечно, закрепить их там можно, но это уже из области изощрений. И вот буквально через несколько дней Александр присылает мне совершенно новую разработку. Это вот к слову о том, что фирма Laser Model Graver постоянно совершенствует свою продукцию, а также дополняет уже имеющиеся стапели новыми полезными модулями. Так что теперь в арсенале авиаторов есть целых 3 дополнения. Рассмотрим это приспособление в конце ролика, а сейчас вернемся к нашим модулям для моделей самолетов. Упаковка у каждого модуля такая же, как и у стапеля, то есть в плотную пленку запаяны сами детали. Здесь же находятся винты и гайки, инструкция, которая является также обложкой. Ну и на обороте приложена картонка, на которой вычерчено название фирмы и название модуля. Кстати, напоминаю, что ссылки на сайт компании и на группу Facebook вы сможете найти в описании под видео. Ну что ж, теперь переходим к распаковке и обзору этого модуля. Итак, все детали вырезаны вот в такой вот гладкой, приятной на ощупь дощечке. Вырезаны качественно, и я думаю, никаких проблем с отделением не возникнет. Здесь же находится пакет с винтами и гайками и обложка, которую я назвал инструкцией, но на самом деле инструкции здесь нет. Тем не менее, модуль достаточно простой, и я думаю, никаких проблем со сборкой не возникнет. Ну и теперь переходим к отделению и к зачистке деталей. Итак, друзья, я подготовил и зачистил все детали. На этом модуле отделить детали было сложнее, так что пришлось активно пользоваться ножом. Но тем не менее, все прошло без приключений. Сейчас будем собирать. Ориентироваться будем по фото, но здесь я не вижу ничего сложного. Вот этот элемент, это у нас опора. Далее деталь со шкалой устанавливается перпендикулярно. Вот таким вот образом. Очень туго входит. Придется, наверное, ее немножко подточить. И по бокам здесь будут установлены вот такие вот элементы.
Вот таким вот образом получается достаточно крепкая конструкция. Вот эта вот небольшая деталь нужна для фиксации снизу. То есть она вот таким вот образом устанавливается, ну а здесь уже будет затягиваться гайкой, точно так же, как и опоры на стапеле. Все остальное уже устанавливается также на болтах и прикручивается к верхней части модуля. На этот раз буду сразу подклеивать детали, и для этих целей взял вот такой вот столярный клей «Момент». Клей отличный, я уже его опробовал на стапеле. Держит намертво. Итак, вот она собранная и склеенная основа. Клей сохнет очень быстро, и после высыхания я еще по местам стыков прошелся шкуркой. Держится конструкция очень надежно. Ну и сейчас установим на нее подвижные элементы. Для начала нам понадобятся две вот такие вот стрелки. Они устанавливаются вот таким образом и указывают на шкалу. С их помощью можно точно выставить градус V-образности крыла. Вот так вот они с двух сторон устанавливаются и закрепляются винтом. Шкала размечена только с одной стороны, но основные деления имеют сквозные отверстия, так что на обратной стороне тоже можно сориентироваться. Ну и теперь на верхнюю часть стрелок прикручиваем опоры. На этом сборка V-образного модуля завершена. Вот так вот он выглядит. Достаточно простая, но в то же время эффективная конструкция. Сейчас примеряем его на стапель. Устанавливается модуль в центральную часть. И вот что интересно, у него короткое крепление, и он свободно проходит над основанием стапеля. Таким образом, конструкция получается достаточно продуманная и универсальная. В опорах под крылья имеются квадратные вырезы, сквозь которые как раз проходят части модуля. То есть вот таким вот образом эта конструкция выглядит в сборе. Итоговая конструкция смотрится следующим образом. Модуль находится посередине, и его подвижные части проходят сквозь отверстия на опорах под крылья. Ну а снизу, как я и сказал, крепление свободно проходит сквозь основание стапеля. Вот такая вот интересная продуманная конструкция. Собственно, сам этот V-образный модуль необходим, чтобы приклеить под правильным углом оба крыла. То есть после приклеивания его можно убрать и размещать самолет уже на обычных опорах. Вот такой вот небольшой помощник, благодаря которому вы не ошибетесь при выставлении угла крыльев. Еще не показал одну вещь на этом модуле, это возможность изменять длину опор. Как видите, модель сюда можно уместить самого разного размера, и эта конструкция подойдет даже для 72 масштаба. Ну и наконец покажу пример с моделью. У меня в руках все тот же Як-40, у него есть небольшая такая, как видите, V-образность крыльев, и вот примерно таким вот образом он укладывается на этот модуль. То есть, как видите, модуль идеально подчеркивает эту конфигурацию. На этом, я думаю, с V-образным модулем можно заканчивать и переходим к приспособлению для сборки бипланов. Здесь у нас также несколько простых и понятных деталей. Далее пакет с винтами и обложка, по которой можно сориентироваться, как собирать эту конструкцию, поскольку инструкции здесь также нет. Но, как я и сказал, детали здесь простые, их немного, и я думаю, никаких сложностей не возникнет. В этом наборе также присутствуют вот такие вот мягкие накладки на самоклейки. Всего 4 штуки, то есть под каждое крыло. Ну и переходим сразу к отделению и зачистке.
Итак, отделение и зачистка закончены. И теперь соберем конструкцию. Сборка здесь исключительно на винтах, так что никакого клея. Первым делом собираем вот такую вот диагональную часть. А теперь вот сюда посередине вставляются две горизонтальные планки. Получается вот такая вот конструкция. Здесь есть возможность выставить угол и высоту каждого крыла. Естественно, все шкалы размечены и хорошо читаются. Сейчас соберем конструкцию для второй пары крыльев. На стапеле эти модули заменяют стандартные опоры под крылья, так что сейчас это нам не понадобится. У меня нет биплана, чтобы показать эту конструкцию с моделью, но я думаю, вы можете себе представить, как здесь будет выглядеть самолет. Вот так вот это все замечательно, надежно смотрится. Здесь будет установлен самолет по центру, и его крылья будут уложены на поверхности этого модуля. Выглядит очень здорово и добротно. Все надежно фиксируется винтами, а благодаря четкой шкале можно выставить одинаковые параметры для каждой пары крыльев. Думаю, с такими модулями собирать бипланы будет гораздо легче. Саму эту конструкцию можно также отрегулировать по высоте, так что сюда может уместиться достаточно большая модель самолета. Кстати, вот еще небольшой совет, которым со мной поделился Семен с канала Scale Journal. Чтобы подвижные детали лучше скользили, поверхность можно смазать парафином. Действительно очень здорово помогает. Итак, друзья, наконец переходим к нашему эксклюзиву. Модуль для моделей вертолетов. Давайте распакуем и соберем его. Пара деталей уже выпадает, но остальные нужно будет подрезать. Сейчас их извлеку и вернусь. Все детали отделены, и теперь переходим к зачистке. Итак, все детали зачищены, и приступаем к сборке. Здесь, кроме винтов, нам понадобится и капля клея. Приклеить нужно будет вот эти вот перекладины к вертикальной стойке. Одну и вторую. Итак, перекладины приклеены, и собираем дальше. Сборка здесь простейшая, и даже не видя итоговых фотографий приспособления, вопросов не возникает. Здесь в отверстие необходимо вставить гайку и установить два вот таких вот элемента. Ну и закрутить винтом с шайбой. Собираем вторую опору. И в итоге у нас получается вот такая вот конструкция. Как видите, между двумя этими рогами можно установить модель вертолета. Давайте сейчас это и проверим. Рога эти свободно расширяются и сужаются, так что закрепить можно модели самых разных размеров. Как вы, наверное, догадались, эти опоры устанавливаются вместо носовой и хвостовой, так что снимаем вот эти вот детали. Опоры под крылья я тоже снял, чтобы не мешали. Устанавливаем опоры для вертолета. И сейчас примеряем какую-нибудь модель. Итак, у меня здесь колибри от Mini-Art в 35 масштабе, корпус Ми-24 от Звезды в 72 масштабе и коллекционная модель Ми-24 от Диагостини также в 72 масштабе.
Давайте начнем с корпуса. Вертолет достаточно хорошо закреплен на стапеле, и в таком состоянии можно продолжать с ним работать. Думаю, это будет достаточно удобно, если у модели собрана нижняя часть или установлены шасси. На края этой опоры можно наклеить также мягкую накладку, чтобы не поцарапать окрашенную модель. Фиксируется здесь корпус хоть и не намертво, но достаточно уверенно. Также модель на стапель можно уложить боком или вверх ногами. Я думаю, для определенных операций это может быть полезно. Аналогичным образом закрепляется модель готового вертолета. Крыльям и шасси ничего не мешает. Вот эти вот рожки на опорах немножко загнуты, так что это страхует модель от случайного выпадания. Ну и вот так вот смотрится готовая модель вертолета, закрепленная на стапеле вверх ногами. Сбоку закрепленная модель выглядит следующим образом. Ну и теперь посмотрим на калибре от Mini-Art. Закрепляется вертолет на этих клещах достаточно уверенно и держится очень хорошо. Так что теперь можно спокойно работать с салоном и с двигателем, не боясь опереться на шасси. Как видите, на таком модуле себя замечательно чувствуют и классические вертолеты, и вот такие вот оригинальные типа Колибри. Обязательно воспользуюсь стапелем, когда буду заканчивать эту модель, а также когда буду собирать и другую авиацию от Mini-Art. Кстати, вот очень удобно, что барашек можно закрутить и отверткой, если руками подобраться проблематично. Итак, друзья, подводя итог по модулю для моделей вертолетов, хочу сказать, что он оставил только приятные впечатления. Он позволяет достаточно надежно закреплять модели самых разных размеров, и я уверен, очень здорово облегчит сборку вертолетов. Вот такие вот замечательные дополнительные модули предлагает Laser Model Graver для моделей авиации. С такими дополнениями будет гораздо легче собирать специфические модели самолетов и вертолеты. Уверен, эти модули многим окажутся полезными, а я и сам планирую их активно использовать при работе над своими моделями. С их помощью модель можно надежно зафиксировать для сборки, покраски или даже для транспортировки. А точно размеченная шкала позволит с легкостью выставить правильные размеры. Одним словом, я продукцией доволен. Ну и как вы сами могли видеть, в сборке и использовании модули достаточно просты. Ну и на этом обзор дополнительных приспособлений для авиационного стапеля от украинской фирмы Laser Model Graver я завершаю. Не забудьте поставить лайк, если видео было вам интересным, и подпишитесь обязательно на канал, если еще не подписаны. Я благодарю вас за внимание, всем пока и до новых встреч!